Привет, мои друзья, мои подписчики. Спасибо всем за комментарии на прошлое мое видео, которое вот будет, я вот здесь размещу. Было очень интересно почитать ваши мнения, ваши вопросы. Надеюсь, что с этим видео будет так же. Ожидаю комментарии ваши, ожидаю ваши вопросы, о чем рассказывать в следующих моих выпусках. А в этом выпуске я хочу вам рассказать про недвижимость в Чили. Меня часто спрашивали, можно ли купить, где лучше покупать, вообще как это все происходит. И также немножко затрону тему про налоги, которая здесь очень актуальна в Чили. Еще что хочу затронуть также в этом видео, рассказать, какие опасности могут быть, какие риски могут поджидать при покупке недвижимости в Чили и как их избежать, соответственно. Для чего же покупать недвижимость в Чили? Ну, во-первых, насколько я вот вижу, насколько люди это делают, в первую очередь, конечно, покупают для жизни. Ну, с этим все понятно. То есть покупают, выбирают районы, где лучшая инфраструктура, школы для детей, в зависимости от кого, кому что более важно. Кто-то хочет больше жить у моря, кому-то не очень важно близость супермаркетов, кому-то больше важно. То есть тут зависит от личных предпочтений и каких-то запросов. Дальше покупают недвижимость также для того, чтобы ее впоследствии сдавать. Если вы рассматриваете такой вариант, то сразу нужно просчитывать, где будет спрос. То есть на океане это будут летом туристы, зимой не так сильно, зимой вот много там простаивает недвижимости, а летом это вот посуточная аренда, именно вот рассчитанная на туристов. Кроме того, хорошим спросом пользуются квартиры небольшие в том числе, рядом с университетами, потому что в марте начинается учебный сезон, и приезжают студенты и ищут, естественно, жилье рядом с университетами. Кроме того, доход от сдачи квартиры считается пассивным доходом и может служить основанием для ВНЖ по ренте. Также недвижимость и земля в Чили может быть хорошей инвестицией в будущем. Например, если покупать квартиру на этапе строительства, потом можно это продать подороже. Если покупать жилье где-то, где планируется постройка станции метро, как вот у нас было недавно, у нас построили новую станцию метро, и все жилье, естественно, которое вот все квартиры, все вот дома, которые были рядом, они сразу так в цене немножечко подскочили. Сейчас посмотрим на аргументы за и против покупки недвижимости в Чили. Именно в Чили сейчас будет касаться. Остальных стран тоже, мне кажется, проблемы некоторые такие же есть, они идентичны, но в Чили тоже это вот чувствуется. Первое, это кому не подойдет покупка недвижимости в Чили, это если вы потом захотите вдруг ее, эту недвижимость, очень быстро продать, то в Чили у вас скорее так не получится. Только если вы прям вот сильно скинете цену, то есть прям ниже некуда, тогда продадите быстро. Но если вы захотите продать за ту же цену, либо, может быть, чуть подороже, если вы что-то отремонтировали, вложились в эту недвижимость, то это может быть занять год и 2 года. То есть это очень процесс не быстрый. И вот выйти из этого владения так быстро может не получиться, и это нужно всегда иметь в виду. Далее, что еще, про что забывают при покупке недвижимости, это про регулярные расходы уже после покупки. То есть это в Чили это будут налоги и gastos comunes. Я уже рассказывала, что это такое, но сейчас напомню. Это расходы, которые платятся ежемесячно на содержание общедомовой территории. То есть если это кондоминиум, то это охрана, содержание сада, если он есть, каких-то бассейнов, спортзалов. Вот это все оно не бесплатное. Оно как бы условно бесплатно, то есть ты всем этим пользуешься, но ты за это платишь каждый месяц дополнительную сумму. Иногда эта сумма может доходить до... Иногда эта сумма может быть $300, например, в месяц, легко тоже. И вот эти расходы придется платить регулярно, независимо от того, приносит ли вам ваша недвижимость доход или нет. Кроме того, если вы хотите покупать для последующей аренды, тоже, вот как я уже говорила, нужно очень хорошо просчитывать именно локацию. Потому что можно купить дешевле, например, в центре Сантьяго, там будут квартиры дешевле. Но кто захочет жить в центре Сантьяго? Ну, хотя там тоже есть университеты, можно под вот это вот подогнать. Но нужно смотреть.
локацию. Обращайте внимание на это. А что мы все про плохое, да про плохое, давайте про хорошее. 5 аргументов за то, чтобы покупать в Чили. Первое. В Чили нет резиденции по недвижимости, то есть рынок не подпитывается иностранцами ради паспорта. И получается, что рынок, он более реальный, спрос более реальный. Люди покупают для жизни, инвестиций, а не ради ВНЖ. А отчеты, которые я читала в интернете, прямо говорят, что такие программы могут снижать доступность жилья для местных и разгонять цены вверх. Есть исследования на данных Португалии, например, что после введения такой программы цены на объекты выросли более чем на 10%. И в Испании и Греции наблюдается та же самая картина. То есть приток иностранных покупателей ради визы увеличивает спрос именно в дорогом сегменте. Это тянет цены наверх, но и также снижает долю доступного небольшого жилья, небольших квартир в новостройках, потому что все стараются построить дороже, чтобы продать дороже. Этого в Чили нет, но почему это именно плюс? Потому что в данном случае ты не переплачиваешь за недвижимость. То есть цена будет реальная рыночная стоимость, без этой раздутости из-за получения паспорта. Птички поют. Слышно или нет, не знаю. Следующий плюс, который я могу отметить, это что цены на недвижимость в Чили, а также иногда в некоторых случаях и на аренду считаются в местной так называемой единице УФ. Эта единица, она зависит от инфляции. И когда цены вырастают, когда инфляция растет, то есть стоимость этого УФ тоже автоматически увеличивается. Что это дает? Вы не теряете в стоимости квартиры. То есть вы ее купили там за сколько-то там этих УФ, допустим, 15 тысяч УФ. Вы ее можете и продать за эти 15 тысяч УФ. И они будут всегда соответствовать рыночной стоимости. Не знаю, понятно я объяснила или нет, но надеюсь, что понятно. То есть эта единица измерения УФ, она корректируется в зависимости от инфляции. Следующий плюс Чили – это налоговые плюшки, которые здесь существуют. Про это я расскажу отдельно чуть подальше в видео, потому что эта тема немножечко такая большая. А мой муж юрист, в том числе по налогам, поэтому это мне позволило покопаться там немножечко поглубже в этой теме. Следующий плюс – это то, что нет ограничения для иностранцев на владение и покупку недвижимости в Чили. То есть любой иностранец, даже без ВНЖ, ПМЖ и прочих документов, может на свое имя приобрести недвижимость в Чили. Сейчас про это я расскажу подробнее, как это делается, как это работает. Для этого существует временный РУТ. РУТ – это местный ИНН, аналог местного ИНН. Но местные здесь его используют прям как номер паспорта. То есть у каждого есть свой РУТ, и этот РУТ требуется везде, в том числе он нужен и для покупки недвижимости. Но для иностранцев, которые желают приобрести недвижимость в Чили, то, что касается автомобиля, приобретения автомобиля, существует так называемый временный РУТ, который получается в налоговой, в Servicio de Impuestos Internos. Для этого иностранцы без резиденции, без ВНЖ в Чили, без паспорта, должны выбрать и назначить своего представителя и пойти в налоговую и запросить этот РУТ. Насколько я знаю, это делается очень быстро, быстро его выдают, но не путайте этот РУТ с ВНЖ, потому что некоторые путают, говорят, что а вот же мне выдали временный, значит, типа я могу здесь остаться. Но нет, это РУТ только для этого действия, покупки недвижимости, покупки автомобиля, смотря о чем вы там задумались. И даже если вы не находитесь в Чили пока еще, вы можете себе оформить этот временный РУТ, опять же, через представителя и через доверенность. Представитель пойдет, за вас все сделает и за вас оформит документ. И также вы можете на расстоянии купить эту недвижимость, опять же, через представителя. Мы такие услуги тоже оказываем с мужем, то есть если вам что-то будет нужно, обращайтесь. Но, как обычно, там, где есть у нас плюсы, там у нас есть всегда и какие-то риски. Сейчас поговорим про риски, как их можно избежать, что может случиться, что с этим делать. Нужно быть очень внимательными с землями, которые принадлежат коренным народам мапуче. В чем риск? Эти земли по закону нельзя свободно покупать и продавать людям, которые сами не являются индейцами. И если вам по какому-то случаю продали такую землю,
Такие сделки могут быть оспорены или аннулированы после. Есть такие случаи, когда затем государство или община требовали возврата через компенсацию или без компенсации. Это уже другой вопрос. Но вот такие случаи есть, и с этим надо быть аккуратным и проверять эти земли, особенно если они находятся на юге, потому что, насколько я знаю, вот там больше всего этих земель сконцентрировано, которые принадлежат индейцам. Следующий риск, который существует здесь в Чили, немногие про это знают, но есть закон, который запрещает делить землю в сельскохозяйственной зоне, запрещает делить менее чем по 5000 метров квадратных. И дробление таких участков запрещено. Но, конечно, люди хотят обойти это, и что делают? Говорят, например, вот тут твои 2000 метров, вот условно от вот этого столба до вот этого столба. Но это все очень условно, потому что юридически участок не разделен. И вот эти 5000 метров квадратных, они остаются цельными по документам. И они продают в этом случае только право на владение тобой вот этих вот 2000 метров квадратных, то есть вот этого вот кусочка. То есть у всех вот этих кусочков большого участка будет один общий кадастровый номер, как он здесь называется, roll proprio. И границы твоего участка будут условные, то есть они юридически не закреплены. Почему это плохо? Потому что его нельзя нормально оформить. На него не дадут ипотеку, если понадобится. При продаже тоже могут быть проблемы, потому что продать вы тоже сможете только права на этот участок, а не сам участок. Кроме того, как к делению условно, возможны конфликты с соседями. Там, чей столб, там, чей колодец, чья еще там что-то. И будет тяжело определить, потому что официального деления юридического нет. Ну и дополнительно еще могут быть проблемы со стройкой и разрешениями. Как вишенка на торте. Пока я вам тут видео записываю, тут рядом со мной котик отдыхает. Вот посмотрите, милота какая. Слушает тоже все, что я вам тут рассказываю. То, что еще не всегда учитывают, это налог на недвижимость. Люди смотрят на цену недвижимости, но не рассчитывают налоговую нагрузку, которая ляжет на их плечи уже потом, уже после приобретения. А это 0,1% от стоимости недвижимости. Если это сельхозземля, то там 0,40% годовых. Кроме того, есть важное уточнение, про которое тоже иногда забывают, что если земля, например, находится в черте города, то есть это земля, так сказать, урбана, но на ней вы не построили никакой дом, вообще никакой постройки на ней нет, то вы будете платить налог вдвойне. То есть вот эта сумма, которая составляет 0,1% годовых, эта сумма у вас удвоится. Иногда это довольно-таки большие суммы получаются. Сейчас приведу вам пример. Мы смотрели апартаменты в Витакуре. Дом уже был построен, шла отделка. И были выставочные образцы квартир, можно было зайти посмотреть. Из зон общего пользования был только парк Кинчо этого здания, но зато рядом находится посольство РФ. Не знаю, плюс это или минус, но кто часто туда ходит с документами, наверное, плюс. И вот эта квартира стоила тогда 15 тысяч УФ. То есть в доллары, если перевести, будет примерно по настоящему курсу 630 тысяч долларов. Дорого или дешево, напишите в комментариях. И налог с этой квартиры будет около 900 тысяч песо каждые 3 месяца, что составит примерно, опять же, 950 долларов. То есть 950 долларов каждые 3 месяца нужно будет заплатить просто в качестве налога. По мне, так это довольно-таки дорого. Не знаю, как для вас. Еще один риск, который можно предотвратить, изучив хорошо документы, это то, что купленная земля, в данном случае речь о земле, оказалась без доступа к воде. В таком случае часто делают колодцы, и это прекрасно работает. Я знаю, кто так живет с колодцами. Если колодец глубокий, там очень много воды и хватает на все. У нас тоже на участке есть колодец, но мы его используем только для поливки растений, потому что у нас есть водопровод. И вода из колодца, кстати, бесплатная. Но могут быть земли, про которые умалчивают, что у них нет доступа к воде никакой. Ни водопровода, ни колодца.
И пробурить нельзя по каким-то конструктивным причинам, нет разрешения на бурение, либо там в принципе воды нет, рядом нет никаких речек и неоткуда ее брать. В таком случае этот участок становится практически непригодным для жизни, потому что нельзя ничего не посадить, и для потребления ежедневного тоже придется воду привозить большими какими-то контейнерами, что очень тоже накладно становится. Следующий риск, он аналогичен нашему риску в России. Это когда вы купили квартиру на этапе котлована в новостройке, подписали документ Promessa de Compravent, это как обязательство покупки, оплатили свою часть, начальный взнос 10-15%, а потом фирма-застройщик обанкротилась. И что в этом случае? Ну, вот здесь такое тоже бывает. Денег потом своих, как мне вот муж сказал, не дождетесь, потому что, ну, если у фирмы денег нет, что с нее взять? Другой вариант этой же ситуации, если здание построено, но у вас нет денег на внесение окончательного платежа. Пришло время получать ключи и оплачивать остаток, а у вас денег нет. За такой отказ идет штраф, то есть все, что вы оплатили до этого, весь ваш начальный взнос, он от вас улетает. Вы его обратно не получаете, он засчитывается в качестве штрафа за отказ от покупки. Но, как я уже и говорила, некоторые из этих рисков можно избежать. Как их избежать? Проверять тщательно документы, все читать, делать все официально. То есть не на слово договариваться, а все, чтобы было подкреплено документами. Может ли сам покупатель проверить недвижимость? Да, конечно, может. Для этого есть некоторые сайты в Чили, куда можно зайти и посмотреть документы. Например, через Servicio de Impuestos Internos, это налоговая, можно найти объект по адресу или кадастровому номеру и посмотреть его характеристики и налоговую оценку. А через Conservador de Bienes Raíces заказать Certificado de Dominio Vigente и проверить, кто является собственником, а также есть ли ипотеки, ограничения на эту собственность. Но это только поверхностная проверка. Самостоятельно вы не сможете увидеть какие-то ошибки в истории собственности, риски в документах или расхождения в реестрах. Тут нужно знать именно, куда смотреть и где искать эти ошибки. Поэтому мой совет для проверки все-таки нанимать знающего юриста. Мой муж также оказывает услуги по юридической проверке объектов недвижимости, поэтому если вы хотите что-то приобрести, вам нужно проверить объект, пишите мне, мы с вами созвонимся, спишемся и договоримся. А теперь про те самые налоговые плюшки, про которые я говорила. И первая из них это недвижимость DFL-DOS, так называемая. Что это такое? Это специальная налоговая льгота, которая предоставляется для жилой недвижимости меньше 140 квадратных метров. Суть в том, что государство когда-то хотело стимулировать постройку и продажу таких небольших домов, небольших квартир, и поэтому дало им такие вот налоговые преимущества. Что же оно дает? Сейчас я вам расскажу. Квартиры и дома с таким режимом получают скидку до 50% на налог. Поэтому владельцы таких объектов платят заметно меньше, чем за аналогичную недвижимость без этого статуса. Но важно знать, что это не постоянная льгота, она действует ограниченное количество лет в зависимости от площади, от 10 до 20 лет. Но это тоже, в принципе, довольно-таки значительный срок. После этого объект автоматически начинает облагаться налогом в полном объеме. Еще одна приятная штука про налоги Чили – это то, что нет налога на продажу недвижимости. Но есть потолок в 8000 УФ на так называемый ганансиас. Что такое ганансиас? Например, вот я купила дом за 5000 УФ, хочу продать его за 7000 УФ. Вот эти 2000 разницы, вот это будет вот это вот ганансия. Так вот, можно продавать без налога на вот эту ганансию, пока у вас этой вот выгоды не наберется на 8000 УФ. Когда вы исчерпали этот лимит, то налог составляет от 0 до 40% в зависимости от самой этой разницы. То есть чем больше разница, тем больше будет у вас налог. Но нужно помнить, что с момента покупки перед продажей должен пройти как минимум 1 год.
Что еще интересно про покупку здесь можно сказать? То, что когда строится новый объект, и вы покупаете, например, квартиру, на этапе, когда еще ничего нет, вам строительная компания дает рассрочку. Без процентов, без ничего, без участия банков даже. Вы сначала платите 10-15%, и остальное все выплачиваете по готовности объекта, когда вам уже вот готово отдать от него ключи. То есть получается двумя такими частями. Но, как я и говорила ранее, что вдруг, если у вас уже нет денег на оплату остатка, то то, что вы уже заплатили, вам не возвращается. Меня еще спрашивали часто про ипотеку в Чили, есть ли она вообще, какие здесь проценты. Ипотека здесь есть, процент здесь небольшой. Сейчас, насколько я читала, он где-то от 3,5 до 6% банки предлагают. Сейчас с вами посмотрим на примере банка BCI, что нужно для того, чтобы взять ипотеку в Чили, какие условия, какие документы нужно предоставлять. Стандартные требования банка, они такие. Возрастные ограничения устанавливаются от 18 до 75 лет. Что по доходу? Доход должен быть не меньше 23 ОФ в месяц, то есть это примерно где-то $965 по нынешнему курсу ОФ. Платеж по ипотеке может составлять не более 30% от дохода. Если это семья, то семейный доход должен быть минимум $1160. Но банк дает возможность привлечь созаемщика. Созаемщиком может быть близкий родственник, родитель, супруг, брат, сестра или партнер. Он помогает увеличить общий доход, но также несет ответственность за выплату кредита в случае, если основной заемщик не справляется. Минимальный доход за созаемщика – это $475, и у него должна быть хорошая тоже кредитная история. У основного созаемщика тоже должна быть хорошая кредитная история. Я раньше удивлялась, почему здесь все в супермаркетах везде расплачиваются кредитками. Мой муж в том числе. А все потому, что ты расплатился кредиткой, потом эту кредитку пополнил, это уже платежная кредитная история. И она потом смотрится, когда вы хотите взять какой-то более крупный кредит или вот, например, ипотеку. Далее смотрим требования по стажу работы. Это должно быть минимум 3 месяца для наемных работников с контрактом. И при этом общая трудовая история должна быть не менее 1 года. Для самозанятых 12 месяцев непрерывных взносов, если есть высшее образование. Если нет высшего образования, 24 месяца. Вот в Чили здесь также обращают внимание на высшее образование. Кто может взять ипотеку? Гражданин Чили или иностранец с постоянной резиденцией. То есть у тех, кого ВНЖ пока что, они ипотеку взять не могут, к сожалению. Надеюсь, вам было интересно и понятно то, что я пыталась донести. Если у вас какие-то остаются вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Ну и как обычно в конце видео я зачитаю один вопрос и, соответственно, на него отвечу. Будет интересно узнать про бюджетные новостройки и про убитые квартиры на вторичном рынке в хороших районах под капитальный ремонт, при условии, что такие есть. В Чили, особенно в Сантьяго, сейчас действительно большой объем новостроек. Их можно видеть, когда проезжаешь по Сантьяго. По данным рынка предложение высокое, особенно в центральных районах и доступных по цене районах, таких как Эстасьон Централь, Сантьяго Центро, район Нуньоа и Ла Флорида. Но сразу скажу важный момент, что такие вот бюджетные новостройки, скорее всего, находятся в районах с низкой безопасностью. То есть в районах с не очень хорошей криминальной обстановкой. И низкая цена здесь связана напрямую, просто вот напрямую связана именно с этой локацией. Если вас это не напрягает, то, что район такой себе, то вполне возможно, почему нет. В Чили вообще практически не встречается комбинация хороший район и дешево. То есть либо хороший район, либо дешево. А так что вместе, мне кажется, даже нет такого. Ну, по крайней мере, вот в нашем регионе. Может быть, там на юге отличается. Про юг ничего не могу сказать пока что. В таких районах Сантьяго, как Провиденсия, Лас-Кондес, Витакура и частично Ниньоа, которая там ближе к этим вот хорошим районам, цены даже на маленькие квартиры в плохом состоянии держатся высокие.
Почему? А все потому, что локация. Локация играет решающую роль в данном случае. И само состояние объекта уже не так важно. Тоже может касаться домов, когда конструкция не представляет никакой ценности, а представляет ценность именно локация и земля под этим домом. Вот, например, в нашем районе продают дом с участком 200 квадратов. Сам дом ценности не представляет, и по сути построен он из кирпичей, сделанных из глины и соломы. Это вход. Вход сразу в комнату. Проход туда. Здесь тоже такое место, типа комната, living. Здесь одна спальня. Здесь кухня. Здесь вторая спальня. И здесь ванная, туалет. И здесь окошечко во двор. Вот здесь я выхожу во двор через кухню. Вот здесь вот такая вот территория огороженная. Вот эти вот плиты на полу. Здесь раньше был виноградник. Виноградные лозы свисали сверху. Было что-то типа беседки, но так как его не поливали, естественно, виноградник загнулся. Дом, конечно, не в лучшем состоянии. Где-то тут что-то подлатано, подделано, но в целом не особо. Но, опять же, ценность представляет не дом как таковой, а земля, на которой он стоит. Потому что здесь вот есть такой небольшой садик. Можно деревья выращивать, можно сделать красивую веранду. Вот так вот дом выглядит со стороны входа. Тоже все нужно красить, все нужно переделывать. А земля представляет ценность, так как расположена в шаговой доступности от станции метро. Есть центральный водопровод и канализация. То есть теоретически можно отреставрировать, либо отремонтировать, либо построить новый дом и продать дороже. Потому что локация у этого дома действительно хорошая.